Всем привет! Начало хорошее. Давай заново. Всем привет! Всем привет, друзья! Это второй выпуск нашего шоу. Сегодня у нас в гостях Бородатый бородач. Это Айрат, очень интересный человек, и мы бы хотели с ним обсудить не менее интересные темы. Но для начала хочется напомнить, что меня зовут Камила. Я Радмир. И наш гость Айрат. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, кто ты, чем ты занимаешься. Ну так, буквально вкратце, чтобы наши зрители были с тобой знакомы. Я Айрат, я занимаюсь маркетингом, мы занимаемся финансами, инвестициями и, соответственно, все то, что делает деньги из воздуха. Звучит очень интересно, заманчиво, но с ноткой осторожности. Мы относимся ко всякого рода таким вещам. Тему Твинби вы уже обсудили. Тему Твинби мы уже обсудили, конечно, ты можешь внести свои какие-то комментарии. Я быстренько хочу внести свои комментарии. Да. Окей, конечно. Во-первых, парни, не ведитесь на аккаунты на Twinbis подтвержденные, где есть галочка «Подтвержденный аккаунт», потому что там на самом деле сидит просто огромное количество мошенников или мошенниц в возрасте, не знаю в каком возрасте, это будет мужчина или женщина и так далее. Да? Подтвержденный аккаунт на Twinbis ничего не значит, так же как подтвержденный аккаунт в ВК-знакомствах. Идем дальше. Что нужно будет сделать для того, чтобы, когда у вас сработал матч, переходите в Telegram, в Телеграме аудиосообщения, а лучше видеокружок, для того, чтобы сказать там: я Айрат, привет, как твои дела, дай мне какую-нибудь обратную связь, тоже в таком же видеокружочке. Потому что мошенники, как правило, они видеокружочек не отправляют. А если и отправляют, он очень-очень прям интересный. Он может быть вообще, то есть без звука. Угу. А как проверить, видеокружочек был отправлен в эту минуту или не в эту минуту? Вы знаете, товарищи? Нет, мы хотим узнать. Серьезно? Конечно. Смотрите, бывает такое, что парень с девушкой общается, и девушка, например, какие-нибудь там, так сказать, свои непристойности или пристойности показывает в своем видеокружочке. Например, говорит: малыш, смотри, я в душе там, либо еще где-то. Как узнать, вообще этот кружочек был отправлен этому парню или с десяток парней этот кружочек? Он просто попал в рассылку, возможно. Да. То есть нужно видеокружочек сохранить тебе на телефон. Так. Потом открыть в медиаплеере. И в медиаплеере посмотреть дату создания этого видеокружочка. Если дата отправки совпадает с датой создания, бинго, кружочек твой. Потому что мои друзья уже много раз рассказывали, что кружочек-то был создан пару месяцев назад, девчонка попалась, и все. И, соответственно, напомнили, что так делать не нужно больше. Поэтому на будущее, если вам такие кружочки отправляют, сверяйтесь в медиаплеере. Мы будем иметь в виду. Но сегодня мы хотели бы поговорить не только про онлайн-знакомство, потому что эта тема интересная, обильная и понятна вам, может быть, после нашего предыдущего ролика. Однако есть и офлайн знакомства на улице. Они, безусловно, сложнее, потому что требуют больше смелости, больше способности к коммуникации с незнакомыми абсолютно людьми. И я думаю, что как для мужчин, так и для девушек это может быть на самом деле сложно. Айрат является экспертом в этом вопросе, если это слово может подходить, но, по крайней мере, ты пробовал развивать у себя этот навык, улучшать этот навык, потому что с ним мало кто рождается. Мало кто рождается и сразу может быть таким смелым, уверенным в себе и не бояться отказа. Как ты с этим работал, как ты это прорабатывал, какое было исходное, какое сейчас, и как вообще происходит работа над такой неоднозначной темой? Расскажи, давайте возьмем сразу опять Twinbis ВК-знакомство. Это уровень просто дитя. Дитя в знакомствах имеешь? Дитя в знакомствах, да. Потому что ничего сложного, у тебя взаимный матч, там привет-привет, как дела, пошло-поехало, да, то есть. А вот знакомиться вживую, это доставляет огромный стресс для мужчин. Так что, Камила, передай своим подписчицам, своим подругам и так далее, то, что если к ним кто-то на улице подходит знакомиться, то это смелый малый. Это смелый малый, да. В свое время, в 2016 году, мы проходили такой тренинг, как «Сдвиг парадигмы», его уже сейчас нету, да, и, соответственно, нам давали такое партийное задание, чтобы мы, не помню, в день тренинга, по-моему, 15 раз подошли. Подошли к девушкам, чтобы познакомиться. Да. И, соответственно, неважно было как. Что-то нам там заставляли нас стихотворение, что ли, прочитать, еще, какую-то вообще такую полнейшую глупость. А вот после тренинга нам давали такой, так сказать, на 3 недели нам нужно было провести 15 свиданий с разными девчонками. 3 недели, 15 свиданий. То есть нам нужно было вообще знакомиться и, соответственно, собирать контакты
еще не факт, то, что когда тебе дадут телефон, что этот человек вызвонится и, соответственно, придет к тебе навстречу. 3 недели. То есть ты в понедельник встал, нужно собрать, я не знаю, подойти там 5-10 раз на улице, собрать там, я не знаю, 5 контактов, короче, в этот вечер или на следующий день провести свидание, и вот так, нон-стопом 15 раз. Но, так сказать, я вам даю сейчас вот и вам, и зрителям открывашку. Экспресс-метод. Экспресс-метод, да. Нужно, во-первых, поприветствовать. Ну, то есть, если этот человек идет где-то на встрече, там, не знаю, там, на Бауман, на улице и так далее, то есть человек, мужчина, должен как-то вот встать перед человеком и сказать там «привет». Ну, то есть, и обратить на себя внимание, и остановить девочку, да. То есть, девчонка, она может торопиться там и так... Она идет, там знаешь, бежит по своим делам. я бы испугалась, Да, например, да, если бы как меня минуту. Что случилось? Нет, так не надо. Нужно, как говорится, вежливо, аккуратно. То есть, не нужно как орангутанг прыгать. Вот. Руками не трогать. Руками не трогать, да. То есть, сказать «привет, я тебя увидел, и ты мне понравился. Я сейчас спешу, и я очень хотел записать твой номер для того, чтобы с тобой созвониться и увидеться». Первое – приветствие. Второе – сказать то, что я тебя увидел, это значит то, что где-то я тебя, вот так сказать, увидел все-таки, обратил на тебя внимание, ты достойный там человек, ты очень симпатичный и так далее, и ты мне понравилась. Тем самым выделить и давить на чувство уникальности, которое болит в основном почти у всех людей на самом деле. То есть каждый хочет чувствовать, что он какой-то особенный из этой общей массы, и, возможно, закрывается именно эта боль благодаря действиям из этого тренинга. Я слышу так. А ты как думаешь, Радмир? Хороший экспресс-метод, который, мне кажется, действенный. Единственное, чтобы не напугать девушку. Вот. А Кто ты встал пробовал такой? так? Нет, я так не пробовал. Я пробовал только скорее в каких-то заведениях, наверное, так подсел. То есть более мягкий метод, не Да, так, что там да. остановить девушку. То есть Айрат у нас более такой прыткий сразу, да? Да, увидел, победил. Да, а ты более так мягко, нежно подходишь к этому аспекту Да. знакомства тоже. И мне интересно, вот в этот момент, когда ты так останавливаешь, какой процент девушек реагирует адекватно? Ну, дают тебе там номер, и потом дальнейшее какое-то развитие есть Тут, общение? во-первых, вопрос, как ты остановил. То есть, если ты как вообще Напрыгнул. как бешеный орангутанг прыгаешь, естественно, там тебя испугается и так далее. То есть, нужно вежливо, нужно улыбнуться, нужно сказать то, что действительно как бы ты человека увидел. То есть я лично, то есть, ну, как бы не подхожу к девчонкам, которые мне там визуально не нравятся. То есть, если я подошел и сказал, я тебя увидел, ты мне понравился, уж у меня уже не вербалика говорит, а симпатия к этому Мне человеку. кажется, мне этот метод не очень подходит с моим 2-метровым ростом. Да, это будет выглядеть опасно немножечко, Да, 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 как будто да. что-то произошло не то. Не, на самом деле, хоть там ты 2-метровый, хоть там 1,5-метровый, все тело никогда не врет. Но это действенный такой метод, Невербалика. Невербалика считывается. Можно говорить что угодно, как угодно, но если, как говорится, вежливо подойти и сказать, слушай, привет, я тебя увидел, ты мне так понравился, я хотел с тобой познакомиться. Но в этот момент самое главное сказать, что я спешу и... Чтобы взять контакт. Контакт именуется номер, если что, дорогие друзья. Да, имейте номер в виду. телефона. И самое главное, чтобы тебя не брили. А бреют девчонки, я тебе дам свой Инстаграм. Если тебе говорят то, что я тебе дам свой Инстаграм, тебя отправили в корзину. Запрещен соцсети. Да. Да, запрещенные соцсети. Да, ну, знаете, на самом деле я прекрасно понимаю девушек, которые дают именно ссылку на свои соцсети, потому что номер как будто бы больше обязывает, человек может вам названивать, человек может вас как-то пробивать, поэтому на самом деле, если вы не уверены, если человеку вызывает у вас подозрения, может быть, и не стоит так раздавать контакты, я внесу свою такую тревожную нотку, ну, просто я чувствую, что я бы скорее так сделала, и ты прям правильно подметил, что, наверное, многие люди предпочтут дать ссылку на соцсети, чем сразу номер телефона. А какая разница? Вот дала она ссылку на ВК свою. Ну, там, она, да, или она на- может быть красоткой, на нее может быть подписан там не один с десяток тысяч вообще подписчиков. И она не так увидит далее. И просто. она не увидит, и там, когда ты напишешь привет, я там тогда-то где-то подходил, она может это прочитать и как бы ну, профилонить. А если тебе дали сотовый телефон, соответственно, ты точно понравился, и точно с тобой хотят дальше вообще сотрудничать. Либо она сразу не отреагировала, такая опешила и... Да, ну, кстати, да, в да. момент шока, Да, в момент да. шока они тоже могут давать контакт, типа, Да, да, ну да. И таких случаев было на самом деле полно. Но девчонка не обязана сразу в моменте дать тебе как бы контакт, то есть тут еще нужно обработать 3 женских «нет». 3 женских нет. Ну да, ну как бы может быть это 1, 2, ну как бы 3, это уже как бы если 3 не обрабатывается, то соответственно, как говорится, ну как бы прощаешься, все нормально. Что значит обработать? Давай внесем понимание в наш Коррективу? текст. Ну, например, Да. говорит, слушай, нет, а почему нету? Ну я там не даю, а почему? Работа с возражением. Работа с возражением, да, то есть или там нет, там, я говорю, у тебя там молодой человек, она там или что-то отвечает, там, или она говорит, слушай, там, у меня молодой человек,
и такой, так сказать, обработка этого возражения, а это твое вежливое женское нет или все-таки есть молодой человек? Это твое заднее слово? За дней не бывает. Тогда прощай. Да, это важный момент, потому что он реально может быть. Может быть, девушка не пытается манипулировать или набивать себе цену, а действительно отказывает, потому что она не хочет знакомиться. Как вот увидеть разницу между тем самым женским «нет», которое «да», или которое реальное «нет»? В чем она нужно видна? просто интуитивно чувствовать и вообще считывать по глазам. Ну, то есть, как бы... если Благодаря чему можно приобрести этот навык? Ну, это, так сказать, гены. Наработка, я думал. Нет, на Нет, самом деле, как нет, можно считывать по глазам? Как это? Ну, не по глазам просто, ну, то есть ты интуитивно понимаешь то, что человек тебя как бы, ну, пытается как бы тебе сказать нет. Ну, то есть если она говорит, ой, у меня там молодой человек есть, ну, то есть это как-то вот... Игриво? Игриво как-то, да, и ты говоришь, слушай, действительно молодой человек есть или там, или еще что-то. Она говорит там, и вот если какая-то пауза есть, ну, ладно, я понимаю то, что как бы, ну, возможно, нет молодого человека, но ты мне прямо реально понравилась, ну, реально говорю, вот просто увидел тебя, оно сердце ёкнуло, прям, ну, вот хочется, ну, ты это как бы, встретимся, да, нет, либо хорошо проведем время, либо останемся хорошими знакомыми, поэтому просто сотовый. Смотри, такой уточняющий вопрос, я думаю, для зрителей это будет интересно. С какой целью люди идут в такого рода тренинги? Чтобы что потом на выходе? О, это очень важно, потому что страх отказа у мужчин просто это как прыжок с парашюта. Многие очень сильно боятся. Почему мы говорим Твинби и Тиндер там и так далее? Это все низшая иерархия знакомства. Высшая иерархия знакомства – это ты когда трезвый, самое главное, подходишь, потому что многие там вообще просто нальются, и бомбалейла пошла где-нибудь там в каких-то заведениях и так далее. А если тебе действительно человек понравился, у мужчины там начинает... И в этот момент, чтобы вот этого не было... Тут либо ты, сам по себе уже прокачанный, либо у тебя есть друг, самое главное, чтобы еще, ну, как бы, если ты сам не до конца прокачанный. А если друг такой же, типа... А если оба не Вдвоем прокачаны? таких. Оба не прокачаны. Да, то есть, ну, например, у меня есть всегда там друзья, которые говорят, ты знаешь, как перед боем выходишь, да, допустим, и они говорят, слушай, все, погнал. Реально? Реально, да. И все, и пошел, как бы, отключаешь голову и пошел. И на самом деле тут, и как бы, как тебе сказать, это как бы еще средний такой показатель, да, как бы, ну, знакомства, потому что, ну, там, 15 свиданий провести, это как бы одна история. Тем более, знаешь, что я тебе говорил, не рассказывал, на втором свидании мне девчонка реально понравилась. То есть я как бы прям вот все встречаться хочу, я это прям понял. И, соответственно, я с ней провел, как бы, ну вот мы с ней познакомились в ночном клубе. Буквально в 5 утра она там выходила уже, я там к ней подошел, говорю, так-то и так, мы поехали в какой-то Сиумбике даже. Там вообще весело провели 2 часа времени. На следующий, как бы в этот день, в этот вечер, в 5-6 утра я понимаю, что это просто подарок судьбы. Искал медь, нашел золото. Искал медь, нашел золото, да. И на следующий день, а я же понимаю то, что мне нужно еще провести там 13 свиданий. То есть нельзя так, что ли, что влюбился и надо Остановился. закончить? Не. А что будет, А если деньги ты решил уплачены? все? Ну, как бы понимаешь, как тебе сказать, мы же задача какая? Задача тренинга – прокачать свои навыки. Потому что если ты в один момент, как бы, тебе красотка сказала «да», а ты такой Квазимода и типа вот, типа мне повезло, то в какой-то момент красотка может там своими, так сказать, женскими чарами там туда-сюда. А ты не доучился. А ты как бы не прокачал еще свой навык вообще доминатора, да? И я к ней прихожу, помню, на второе свидание, я объясняю, слушай, так-то и так, это мне реально понравилось, я хочу построить отношения. Но я говорю, мне нужно еще провести 13 свиданий. Мне нужно будет вообще как бы вот... Я была бы в шоке. Да. Можешь представить, что... Я не могу представить, чтобы она поняла и вошла в твою ситуацию. Опять-таки же вопрос, как бы, как об этом ты и заявляешь. Ты думаешь, есть способ, как заявить, Да. чтобы девушка отнеслась нормально? Я не представляю, каким способом должен мужчина это сказать, чтобы я такая, да, окей, конечно. Сходи. Нормально. Нет, она говорит, все, ладно, окей. Ну, то есть я реально, ну, то есть как Ну, бы... вообще ну, не прекратилось. Все, как я ладно, поняла. окей, пока. Ну да, я думаю, так Нет, и произошло. она этот, как она сказала, все, ладно, хорошо, но потому что действительно объяснил. Ну, то есть я действительно объяснил. Общение продолжилось Да, или самое нет? главное это. Да, мы 4 месяца встречались.
То есть она подождала еще 13 Да, то есть я твоих- как бы продолжал делать свидания. Мне уже на эти свидания неохота было идти. Мне, то есть нужно было, как говорится, просто вот так закрывать конвейером. Просто как бы вот эти свидания. И то я как бы, по-моему, то ли 8, то ли 9 свиданий провел. Мне уже просто надоело. Я говорю, все, как бы я нашел там девочку, мне все хорошо. Но этот навык нужно было прокачать, потому что страх знакомства у мужчин просто огромный. На другом потоке у нас один пацан, он... То есть это первый контакт. То есть нужно увидеть, сказать: привет, я тебя увидел, ты мне понравился. Первый контакт с женщиной, он настолько сильно переволновался, то, что он упал в обморок перед этой девчонкой и вызывали ему скорую. Реально. Реально. К таким людям можно обратиться и ко мне, потому что я являюсь клиническим психологом. Такая небольшая рекламная вставочка. Что нужно, как нужно подготовиться для первого свидания? Нужно ли там взять цветы? Много ли денег нужно потратить на это первое свидание? Где его, да, провести? Да. Куда Где пригласить? Где купить эти цветы, да? Со скидкой. Да, кстати, вот рекламная вставка. Вторая. Да, мой магазин цветов. А я занимаюсь цветами. да. Да. На самом деле, я считаю полной глупостью приходить на первую встречу. Это еще даже не свидание с цветами. Согласен, абсолютно согласен. тоже так не Да, делал? первое свидание нет. С цветами не Но приходи. я не могу назвать это свиданием, это встреча, это пока просто ты прощупываешь почву. А если ты, грубо говоря, уже понимаешь, что да, прикольно, есть там к чему стремиться, какие-то там ценности и так далее, то, соответственно, спокойно можешь там, допустим, в этот же вечер, грубо говоря, там сделать доставку цветов или на А ты следующий как день. думаешь, стоит ли приносить вообще что-либо, там, не знаю, шоколадку, хоть какой-то знак внимания девушке на первую встречу? Смотря какая встреча все-таки. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. Если мы говорим о том, что мы там выбираем, допустим, у нас есть 3 кандидатки, я решил с ними поочередно там встретиться. Конечно же, на первом свидании я просто буду узнавать, вообще мы подходим друг к другу или нет. А если она мне прям в душу запала, конечно, любой каприз, там, что захочется, но это уже по ситуации. И самое главное, нельзя быть обезьяной с бананом. Так, Знаете, что это такое? давай, расшифруй. Не нужно, короче, вот покупать внимание женщины. Ну, то есть, О, это интересная очень тема. многие. У меня, правда, есть много мужчин-клиентов, которые обращались с этой проблемой, что они влюбляются в девушку и пытаются получить ее внимание, ее взаимность тем самым путем, который для них кажется самым логичным. То есть я буду проявлять, что она мне нужна, и она будет постепенно ко мне оттаивать, да, то есть ее сердце будет сближаться с его сердцем, но на практике этого не происходит. Там они становятся буквально какими-то дойными коровами, из которых уже сотни тысяч рублей выжили, но при этом они все так же сидят с этой какой-то надеждой, что когда-то отношения сложатся. С одной стороны, я понимаю девушек, их нисколько не осуждаю, потому что они хотят, чтобы их добивались, это нормально. Но когда девушка понятно, четко и ясно говорит, что ничего быть не может, ты не в моем вкусе. Но мужчина думает, что он просто еще не поднажал, что просто еще он вот не доделал что-то, что мог бы, и продолжает уже в кредиты входить. Чаще всего это делают клиенты, которые не обладают какими-то большими средствами. Это люди, которые реально могут делать это в кредит. И потом они остаются и с разбитым сердцем, и с кучей долгов. Поэтому, безусловно, я согласна с ребятами, как девушка, что на первую встречу не обязательно тратить какие-то большие суммы. Главное быть вежливым, да, быть пунктуальным. Это будет даже очень хорошим подарком в наше странное время на поведение людей, я имею в виду. Все знают про определенный опыт, там, кафе, прогулки, может быть, кофе и так далее. Вот. А как ты считаешь, какое сделать первое свидание, чтобы оно запомнилось ей на 100%? не нужно пытаться создавать какую-то вообще ситуацию из-под низу, пытаться понравиться и так далее. То есть ты идешь туда просто вообще комфортно провести время. Ты, мужчина, идешь комфортно провести время. Тебе не нужно вот это все, вот это. Вот это делает только обезьянка с бананом. А как это можно сказать, чтобы вот было людям более понятно? это- Не нужно услуживать, что ли, Услуживать, пытаться да. услужить? Не нужно как бы под каблуком каким-то ходить и так далее. То есть женщин миллион. Вот ты должен как мужчина понимать, женщин миллионы. Вот у тебя вот это внутреннее состояние должно быть. Я король. А вот это «я король», оно добивается только через прокачку своей личности.
И, соответственно, отвечая на твой вопрос, как лучше провести свидание, ты просто даешь как бы привет, слушай, как проведем время, как бы есть вариант прогуляться, потому что многие девчонки могут просто прогуляться, им комфортно погулять там в парке и так далее. Либо провести время в каком-то кафе, либо они скажут, слушай, прикольно было в ресторане, там, или ты сам предлагаешь, как бы, допустим, в ресторане можем и так далее. Короче, не усложнять. Да. Не усложняй. Камила, я тебе сейчас задам такой вопрос. Многие там девчонки, мужчины говорят, на Твинбе никого нету, в ВК знакомствах никого нету, в этих ресторанах одни пьяницы и так далее. Как считаешь, вот 300 рублей для тебя вот на данный момент времени это большие деньги? Смотря за что. Просто Мне вот нужны- 300 рублей, короче. Не включай голову. Нет, А 310 рублей большие деньги? также. А 317 рублей? Также по ассоциации для меня. Усложняю вопрос максимально. 317 рублей 53 копейки. Еще меньше как будто, чем 300, кажется. По ощущениям. Я к тому, что если вы нашли своего человека, радуйтесь этому. Потому что если я тебе, Камила, скажу, иди сейчас во весь мир и в одном месте найди 317 рублей 53 копейки, не спрашивай ни у кого. На улице, в кафе, за границей, на море, на пляже, в лесу, в городе, в соседнем городе и так далее. Какова вероятность того, что ты найдешь 317 рублей 53 копейки? Не спрашивая никого. Никого, просто в одном месте. Ну, она достаточно маленькая. Она практически нереальна. Поэтому, если в ваших жизнях появился молодой человек, девушка, которого вы встретили где-то, познакомились, милость Всевышнего оказалась в этот момент вместе с вами, и вы именно познакомились. Поэтому, когда вы пытаетесь где-то познакомиться, это как найти 317 рублей 53 копейки. Ты имеешь в виду настолько редкий матч между людьми, может Да. происходить, что его нужно ценить. Его нужно ценить. Просто многие этого не ценят, и когда люди там обесценивают там какие-то кафе, рестораны и так далее, ну то есть там Твинби, не Твинби, люди просто не понимают то, что неизвестно где будет лежать твое счастье. Радмир, а как ты думаешь, мне интересно, ты же вроде не проходил такие курсы, как я понимаю. Нет, я такие курсы не проходил. В моей жизни происходило все так более гармонично, что, ну, как у всех людей, наверное, знакомство там по работе где-то, в каких-то заведениях, ресторанах. Там, где уже обстановка предполагала само знакомство и дальнейшее общение. А такой момент есть к вам обоим, как к мужчинам вопрос, к зрителям, к мужчинам, которые нас смотрят, тоже вопрос. Я думаю, это будет один из финальных вопросов все-таки в нашем этом выпуске. Нет ли такого, что теряется ценность человека, когда есть какое-то определенное задание? Потому что, мне кажется, очень сложно влюбляться, испытывать эмоции по заказу, что вот такое-то количество. Потому что может случиться такое, что вы за полгода не познакомитесь ни с кем, кто вам понравится. А может быть так, что вы очень быстро встретите человека, с которым у вас случается этот матч. Нет ли вот этого чувства, что вот тут реально как маркет, вот тут реально как каталог? Понятно, что эти тренинги дают безусловную прокачку, но не теряется ли вот то самое сокровенное, ради чего вообще стоит людям знакомиться? Наверное, как прокачка это работает, как какой-то навык, приобретение навыка определенного, да, это работает. Кроется ли счастье за этими тренингами или кроется счастье и встреча своей второй половины за какими-то гармоничными и более такими логичными встречами? Естественными. Да, естественными. На этот вопрос я предлагаю ответить вам в комментариях, написать свое мнение по этому поводу. А в следующем видео... В этом видео вы услышали историю Айрата, но мы поняли, что вы совсем не знаете про нас. Именно поэтому в следующем видео больше информации о нас. Вы узнаете обо мне, Радмире и о Камиле. Не пропустите. Ребят, я целый Сюда. туда. Да, чуть повыше поднимись. Ребят, я целый вечер сижу здесь, в кадре, вместе с этим прекрасным оленем. Мне не нравится эта ассоциация, потому что олень сидит почему-то здесь, он не сидит там, и вообще откуда взялся этот олень. Короче, в следующем видео я вам расскажу, ребят, как не быть оленем, потому что оленеводство плодится женщинами. И как не попасть в эти негармоничные отношения, я поделюсь.